Всем привет! Меня зовут Альбина Лазарева, и я сегодня к вам с отличной новостью. Я хочу вам рассказать про картриджи Etalon Mix. Самая долгожданная новинка этого сезона. Поехали! В линейке Etalon Mix 5 конфигураций игл единиц и 4 пучковых иглы. Давайте сейчас рассмотрим каждую подробно. Начинаем с самых маленьких. Это 0,25, 1 RL-MT. Это единица, 25 диаметр, очень тонкая игла, и у нее средняя заточка. МТ означает средняя заточка. Для чего эти иглы? Эти иглы предназначены для самых изящных работ. Например, это волосковая техника на бровях, либо закрепление контура губ, и, может быть, это тонкая линия, например, нижней границы на бровях. Кроме того, также можно использовать эти иглы для закрепления направляющей стрелки на веках. Конфигурация МТ означает, что эта игла будет чуточку толще, чем острая заточка, чем ЛТ. Эти иглы мы можем использовать на более толстой коже, на коже более пористой и для получения чуть более пушистой, не такой четкой линии, в отличие от иглы ЛТ. Соответственно, если нам нужна более четкая линия более тонкая, более изящная, мы возьмем с вами 0,25 ЛТ. Это самая острая и самая тонкая игла в нашей линейке. Куда мы используем? Все на тот же контур, все на то же закрепление стрелки, все на те же красивые, изящные, тонкие волоски. Самые тонкие иглы для самых тонких, изящных работ. Следующая игла в нашей линейке, и она наверняка будет одна из самых универсальных, это 0,30 1RL-MT. Также средняя заточка, игла 0,30 означает 0,30 диаметр, и, соответственно, эта игла у нас используется также на достаточно проблемной коже. Кожа возрастная, кожа более толстая, кожа, которая будет чуть более проблемна в качестве укладки. И, соответственно, эта игла оставляет самую универсальную по размеру точку. Используется абсолютно на все зоны, будь то брови, губы, веки, и, соответственно, этой иглой мы делаем большинство наших работ. Чуть более тонкая игла – это также универсальная иголочка 0,31 ЛТ. Это острая заточка. И наравне с заточкой МТ я тоже могу назвать, что это абсолютно универсальная игла, которая подойдет для практически любой работы и может использоваться на абсолютно любой коже. Растушевочная работа, либо это волоски чуть более пушистые, чем если бы мы взяли иглу 0,25. Такое тоже имеет место быть, и для чуть более толстого контура на губах. Самая универсальная игла, которой можно сделать абсолютно любую работу, и закрепление эскиза, и остальную работу в виде растушевки либо волосковой техники. И еще одна игла в нашей линейке из единиц, это самая толстая иголка 0,35, заточка острая ЛТ. Эта игла предназначена также для проблемной кожи, для кожи более толстой, для возрастной кожи, для кожи, на которой нужно закрасить как можно быстрее. Чуть более толстая точка позволяет нам быстрее закрасить поверхность. Следующие иглы – это пучки. И пучки у нас будут с вами в 3 вариантах. 0,25 игла, они в 2 вариантах. Одна будет 0,25 тройка ЛТ, острая заточка. Эта игла оставляет более толстую линию, в отличие от единиц. Но в данном случае 3 РЛ – это пучки, 3 иглы сведены в одну точку. И мы таким образом можем закрашивать, например, межресничное пространство гораздо быстрее и с меньшей травматизацией, чем мы закрашиваем единицами. Эти иглы предназначены как раз в большинстве случаев для межресничного пространства. И второй вид троек – это 0,3 РС, то есть в данном случае 3 иглы разведены
в более пушистый пучок. Такими иглами мы также можем с вами закрашивать межресничное пространство, при этом мы получаем более пушистую межресничку. Этими иглами мы также работаем с вами при использовании ремувера. Эти иглы мы также можем использовать на перманентный макияж бровей и губ, если вы предпочитаете эти иглы в работе. Следующая игла в нашей линейке – это уже пучок из 5 игл, и он представлен только в конфигурации RS, то есть все 5 игл разведены в такой пушистый пучок. Этими иглами мы работаем, когда используем, например, ремувер. Самая универсальная игла для удаления перманентного макияжа. Также эту иглу можно использовать для растушевки и создания более пушистых вариаций на бровях и для более акварельной техники на губах. Работать навеками предпочитают мастера такой иглы в меньшей степени, поэтому эти иглы используются больше для перечисленных выше мной работ. И последняя конфигурация, на самом деле одна из моих самых любимых игл, это Magnum. Magnum скошенный, у него достаточно универсальный размер иглы 0,30, и этот Magnum у нас имеет 9 игл в 2 ряда. Чем универсальна эта игла, в чем я ее больше всего предпочитаю использовать? Во-первых, это удаление ремувером. Самая нетравматичная игла, игла, которая позволяет вам не сделать более глубокий прокол и оставить ремувер в том месте, на той глубине, где это необходимо. Эти иглы также мною очень любимы при закрашивании камуфляжа, особенно когда нужно сделать достаточно большую площадь, например, витилиго. И эти иглы я также люблю использовать для работы с ореолой. Закрашивать такой иглой ореолу или большие пространства на коже гораздо быстрее, менее травматично и более продуктивно, чем использовать пучки меньшего диаметра или тем более единицы. А теперь давайте посмотрим иглу внутри. Первое, на что хочется обратить внимание, это очень удобная конфигурация резинки. И когда мы вставляем картридж в машинку, эта резинка является продолжением аппарата. Очень удобно держать в работе за аппарат, касаясь резинки иглы. Это очень эргономично, когда мы работаем, особенно несколько часов подряд. У картриджа скошенный носик, но скошен он очень-очень незначительно, то есть слегка только на самом кончике есть небольшой скос. И достаточно узкий нос позволяет нам экономично использовать пигмент в работе. Игла. Обращаю ваше внимание, что в данном случае внутри картриджа установлена мембрана, которая абсолютно по всему периметру защищает иглу и краску от возможного попадания в аппарат, тем самым обеспечивая стопроцентную безопасность и защиту нашей машинки от перекрестного заражения. При создании картриджей я очень долго отбирала саму иглу, потому что это очень важно в работе мастера. И иглу мы можем назвать в данном случае универсальной, потому что гибкость ее и не жесткая, и не слишком мягкая, позволяет тем самым выполнять большинство работ на абсолютно разных кожах. А сейчас давайте попробуем на латексе проштриховать несколько штрихов. Я возьму иглу 0,30. Заточка острая, как наиболее универсальная игла. Достаточно легко открывается картридж. Без проблем вставляется в аппарат. Каким образом вы будете держать это окошко, мы сейчас с вами рассмотрим 3 варианта штрихов, и вы сможете также регулировать необходимый прокрас по интенсивности, использовать направление окошка в нужную вам сторону. Важно не закрывать
окно картриджа пальцем, иначе перестанет поступать краска. Несмотря на то, что у картриджа достаточно узкий носик, тем не менее я взяла два варианта краски. Одна более жидкая, это черный номер 1 из сета Анны Васильевой, и номер 10 из минеральной серии, и эта краска гораздо гуще, чем эта. Давайте сначала попробуем использовать более густую краску. Без проблем забралась краска в картридж. Окно картриджа у меня сейчас смотрит в сторону. Краска не разбрызгивается. И достаточно надолго хватает краски при наложении на латекс. Теперь сотрем, посмотрим, что у нас получилось. Так как эта краска более светлая, чем черная, мы с вами видим достаточно легкую тень. А сейчас мы попробуем более жидкую краску в работе. У меня номер 1 из сета Анны Васильевой. Эта краска более жидкая, чем номер 10 минеральной серии. В данном случае я окно картриджа поставила в сторону. В этой позиции мы получаем самую универсальную растушевку. Обращаю ваше внимание, что краска не капает с картриджа, не разбрызгивается, очень четкая подача. У аппарата нет дополнительного шума от картриджа и нет дополнительной усиливающейся вибрации. Еще один вид штрихов, когда окно картриджа будет смотреть на мастера. В этом случае игла будет более агрессивна. Также четкая подача. Также никаких брызг. Также достаточно надолго хватает краски. И еще один вид штрихов, когда окно картриджа мы разворачиваем в сторону от себя. При этом у иглы увеличивается ход, она становится более гибкой, и мы можем получить более пушистую работу. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такие у нас три образца. Здесь более универсальный прокрас. Здесь прокрас у нас получается чуть более плотный. Здесь достаточно более мягкий, где точки чуть более разрежены. Давайте теперь посмотрим разницу при использовании иглы самой тонкой 0,25 острой заточки. Так как игла более тонкая,
Точку оставляет такая игла более мелкую. Тем самым мы можем получить более однородный прокрас. Чем тоньше игла, тем глубже она может проникать, и оттенок зажившей работы может выглядеть чуть более прохладный. И на латексе мы видим более темное пятно от 0,25 иглы острой заточки, чем при использовании иглы 0,30, тоже острой заточки. 0,25 и 0,30, и вот такая разница в окрашивании. Давайте еще рассмотрим одну иглу. Это 0,35, наоборот, самая толстая игла из единиц. Более толстая точка. Меньше времени на прокрас. Например, заполнение в зоне бровей или в зоне губ. Но работа будет выглядеть чуть более пиксельно. Тоже достаточно ярко получилось, но здесь больше нюанс сработал именно от моего исполнения. То есть слегка был увеличен нажим на проникновение в латекс. Так как от более толстой иглы сопротивление кожи, латекса выше, я автоматически просто увеличила нажим на иглу, чтобы получить примерно равномерный прокрас, так как он происходит и при других конфигурациях игл. Следующая игла это тройка. 3RL LT, то есть пучки, сведенные в одну точку. Такая игла оставляет более толстую линию. Можно использовать для трихопигментации. Также используется такая игла для прокрашивания межресничного пространства и получения более четкой линии. Сопротивление кожи увеличивается. Для использования таких игл также увеличивается немного нажим на картридж. Мы получили с вами более плотный прокрас, и он тоже достаточно яркий. При этом скорость имплантации у меня была выше, чем я использовала единички. Следующий картридж это у нас тоже тройка 3RS LT. Здесь иглы разведены, более пушистая работа при использовании таких игл. Точки ставятся на большем расстоянии друг от друга, нежели мы использовали иглу 3RL LT. Также картридж отлично держит краску. Мы с вами знаем, что от пучковых игл краска может подтекать, но в нашем случае все достаточно сухо. Работа получилась более пушистая и более светлая, нежели мы использовали иглу 3RL LT. Следующий картридж у нас будет состоять из 5 игл.
0,25 5 RS LT. Кстати, для использования таких игл мы можем увеличить количество вольт на аппарате. Ну и здесь, конечно, работа будет более мокрая. Быстрый прокрас, более поверхностная имплантация. Мы получили более визуально пушистую работу. Еще раз хочу отметить, что очень люблю эту конфигурацию игл при удалении ремувера. Мы получаем более поверхностную имплантацию, менее травматичную работу. И последний картридж в нашем обзоре — это скошенный Magnum из 9 игл. И в отличие от мастеров, выполняющих татуировки, этот картридж я использую в работе несколько иначе. Хороший вылет. Набор. Также капля не висит. При работе с ремувером мы можем использовать картридж как вдоль иглами, так и поперек. Мне больше нравится использовать иглы вдоль, и таким образом я получаю также 9 игл в 2 ряда, которые не позволяют глубоко проникать ремуверу. Не заглубляться мастеру. Более щадящие имплантации, более быстрые. Штрих качели, маятникообразные. Таким же штрихом мы можем закрашивать большие поверхности кожи. Например, ореола или камуфляж витилиго. Также магнумы можно использовать при работе с губами и бровями. Абсолютно мягкая тень, равномерно прокрашенная, пиксели гораздо тоньше, и мы получаем другой внешний вид при работе иглой Magnum. Коллеги, я уверена, что вы высоко оцените нашу линейку игл Etalon Mix, и я желаю вам красивых работ.